Zombie Apocalypse. Всем привет, дорогие друзья, с вами это Неок. Сегодня у нас очередной гайд, левелинг гайд, как прокачать с 1 по 9 уровня персонажа. В Глумхейвене какие карты взять. Посмотрим, повыбираем, проанализируем. Сегодня у нас следующий персонаж. До этого у нас кто был? Плетущий HR и Пустотелый. Давайте сегодня посмотрим на дикаря. Какие особенности, да? Тут нам уже подсказывают, что медленный, дальние атаки слабые и, не самый лучший собеседник, это такое. Много здоровья, много способностей защиты, то есть хорошо танчит, разоружает и оглушает. То есть у него есть много способностей на дизарм и на стан. И, как говорится, хорошо отвлекает врагов. То есть типичный танк, где-то есть у него дэмэдж, где-то у него есть, может, какой-то подхил. Сейчас просмотрим, проверим. Карт способности у него 13 изначально. Из них нужно, по-моему, выбрать, если я не ошибаюсь, 10. Сейчас проверим. Назовем его просто танк. Пускай будет. Не важен какой квест. Мощные монстры, допустим. Пускай будет. Итак. Смотрим, что по картам. Да, 10 карт, абсолютно прав. То есть 13 есть. Вот нам предлагают вот такие вот карты на первый уровень. И что, сразу же стартанем. Давайте их всех, как говорится, отвыделяю. Разберем все. И по очереди. Так, топот. Атака 3, пробой 2, движение 4, прыжок 2, атака 2, цели все враги, через которых вы переместитесь. Супер карта, она очень сильная, особенно с... Там будет такой молот, даже можно взять на первый уровень. Именно специально под эту карту, под нижнее действие, где можно сдать мастан. То есть вы покупаете молот, при котором каждая милишная атака станет, и все враги, через которых он пробежит... Плюс сапоги не забывайте, да, можно докинуть сюда. Плюс можно добавить движение с помощью нашей волшебницы. Плюс можно качнуть ее на несколько урона. Не только двойку, а тройку и четверку. Это супер сильная карта. Это очень сильно, особенно нижнее движение. Верхнее движение поможет нам против не движения, верхнее действие против всяких призраков. У кого щиты. Однозначно топовая карта. Око за око, ответный удар 2 на себя и лечение, подхилка. Поднимаем землю. Земля этому товарищу особо не нужна. Поэтому это чисто такая ситуативная подхилка. Пока что мы оставим. Но карта не самая плохая. Не самая плохая. И верхнее действие, и нижнее действие, оно не сгораемое. То есть не одноразовое. Поэтому заслуживает внимания карта. Едем дальше. Сметающая тар. Такое небольшое АУЕ по 3 целям. Движение 3 оттолкнуть. Все враги на соседних клетках. То есть всех можем толкнуть. Тоже супер неплохо. Давайте двигаемся пока что дальше. Вот это хорошая карта. Сразу же дизарм. Если в этом раунде ваш союзник на соседней клетке станет целью атаки любого врага, вместо этого атаки становится целью этой атаки, независимо от ее дальности. То есть это как таунт. Таунт, да? Если вы хотите кого-то задефать, юзайте нижнюю способность А верхняя способность супер, разоружение берем без вопросов, даже не думая. И не самая низкая инициатива на первый уровень обязательно. Подавление, атака 6, за него 2 опыта, движение 3, оттолкнуть на 2 клетки, 1 враг. Пока что, я же говорю, пока что оставляем. Скорее всего, мы будем эти карты брать. Я просто хочу проанализировать все, что есть. Бери и беги. Опять же, знаете мое отношение к добыче. Когда вы играете сам, вот, допустим, если вы играете в коопе, или там каждый сам за себя, точнее, в коопе на ПК, либо настолка, заслуживает внимания карта хорошая. Тем более добыча не сгораемая, она там обновляемая. То есть вы заюзали, потом
Цикл прошел, сделали быстрый отдых, долгий отдых, снова можете добывать. Неплохая карта, как именно для добычи, но, опять же, я противник этой истории. Атака 3, оттолкнуть 2. В следующих 6 случаях получения урона атак нацеленного свойства щит плюс 1. Однозначно берем. Супер танковая карта. Верхнее движение тоже хорошо. Толкать на какие-нибудь ловушки. Почему бы и нет. Берем удар щитом. Атака 4, оглушение. Щит на себя. Хорошая карта. Кого-то застанет. Да, жалко, что нет парочку целей, одну цель. В какой-то ключевой момент станем. Добиваем. То есть она очень пригодится, эта карта, в каких-нибудь на ранних стадиях, когда вы, если вы играете на более высоких сложностях, у вас, допустим, сложность подземелья там +1, к примеру, да, или еще больше. То есть эта карта супер поможет, она очень крутая для таких историй. Берем. И вот эта карта очень хороша. Также атака 3, рассечение по 2 целям. Можно добавить цель будет по 3 целям. Можно добавить атаку будет больше атаки. Движение 3, прыжок. Прыжок всегда хорошо для перемещения. Можно добавить +1 движение, опять же, у волшебницы. За достаточно дешевую цену, за 20, за 20 монет. Это, по-моему, потом... Ага, за 20 монет. Всего-то навсего. За 20 монет, вы прикиньте. Супер. Атака здесь будет дорогая. Атака здесь будет дорогая. И то. А цель... Подожди, область. Область также. Не дешево. То есть вот я добавил, допустим, да. Разблокировал ачивочку. Как вы видите. То есть потратил 75 голды. Вот такая область может быть. Но не рекомендую этого делать в начале игры. Поэтому так чисто для ачивки сделали. Поехали. Рассечение даже без этой клетки. Супер. Взяли. Припасенный кинжал. Хорошая атака. Получаешь опыт. Кого-то нужно добить. На рендже и нижняя атака, то есть очень редкая для первых уровней и темка, поэтому хотел сказать история, темка, так что мы обязательно берем. Вот у нас уже 6 карт есть. Вертел, супер карта вместе с рассечением, очень хорошо комбуется, то есть нижнее движение, если вам срочно надо где-то кого-то догнать, либо там добежать до чего-то, почему бы и нет. Плюс верхняя карта комбуется с воздухом. Нереально круто. Очень большой урон, как для первого уровня 4. То есть 3 по дефолту, плюс 4 с пробоем, если воздух. А нам это нужно. Очень сильная карта. Берем. Здесь, что у нас еще есть? Стена рока, ответный удар, щит 2, щит на себе 2. Но одноразовая у нас история. Да, хорошая защитная карта, да, сильная, но одноразовая. И можно добавить +1 к атакам, к атаке ко всем вашим атакам. В принципе, неплохой баф, но, опять же, это надо все делать с места. Можно думать, можно брать, можно нет. Вот эта карта тоже ситуативная. То есть здесь атака X у нас, количество клеток, которые вы прошли на этом ходу. То есть вам нужно будет нижним действием сделать какое-то большое движение, пройти и сверху атакнуть на какое-то число. Эту карту стоит брать, если вы купили, я думаю, ботинки. Если вы купили ботинки, они у вас, по-моему, в старте есть, если я не ошибаюсь. Если, ну, когда стартуется сама игра, то есть у меня здесь уже, в принципе, ближе к концу игры или уже конец игры, поэтому у меня персонажи новые. Когда вы первого воина создаете в компании Брута, у вас будут ботинки вот этого +2 к передвижению. Стандартная его экипировка. И с ними эта карта смотрится супер. Я бы рекомендовал ее взять, так что я берем. Потом ее можно будет поменять. Она потом не такая сильная. В начале хорошо. Осталось у нас 2 карты, да? То есть мы можем тут уже выбирать, что нам нужно. Либо АОЕшка, вот такая.
Я бы взял око за око, то есть защитную карту плюс подхил, какое-нибудь отравление, паралич, отравление, рану вылечить и так далее. То есть хорошо. Плюс ответка. Либо, что больше нужно, урон в одну цель оттолкнуть, либо урон массовый и оттолкнуть всех. То есть здесь выбираете между ударом и подавлением. То есть практически одинаковая инициатива. Что больше нужно, берете. Давайте возьмем, допустим, удар. По перкам, точнее не перкам, по нашим талантам, по атрибутам. Здесь у него игнорирование есть эффектов негативных предметов. Негативных эффектов сценария у нас нету. Поэтому в первую очередь убираем минуса или меняем минусы на плюсы, а потом уже берем стойкость. То есть, чем больше, чем меньше минусов, тем эффективнее ваш персонаж расправляется с врагами, соответственно. То есть минус единички желательно убирать как можно быстрее. Итак, поехали дальше. Уровень 2. Убейте одного обычного врага на соседней клетке, движение 4. Слабая карта обычного врага. Если еще плюс мощного, да, супер. Здесь одна из лучших карт вообще практически на старте игры. Джаггернаут. Верхнее движение, верхняя атака. Можно качнуть, можно бафнуть. И в следующих 3 случаях получения урона, вместо не получаете урон, однозначно Джаггернаут одна из лучших карт вообще. Бруто. То, что есть. Можно ее уже менять, допустим, на... На что? На. Я бы вот это вот уже убирал бы. Этот стан пока. Опять же, нужен стан, берите. Но я бы его пока что убрал. Дальше смотрим. Смотрите, все, это все, вот эти все, вроде бы кажется, как гайд сделать. Я просто оверолл какой-то привожу данные. То есть смотрите по ситуации. Все гайды, как говорится, они плюс-минус ситуативны. То есть я выбираю какие-то оверолл неплохие карты, но в каких-то подземельях они будут супер крутые, в каких-то подземельях или миссиях или сценариях, как кто называет, они будут похуже. Какие-то они будут там средние, хорошие и так далее. То есть смотрите сами. То есть, так же. Здесь у нас что? Крюк и цепь. Атака 3, дальность 3, притянуть 2. Движение 4, если вы передвинуть по прямой линии. Очень крутая карта на самом деле, но нижние условия, чтобы атакнуть, нужно передвинуться по прямой линии, конечно. Не всегда сработает у вас, потому что иногда приходится будет вот так ходить. Но если пройдете на 4 по прямой, карта прям вообще сказка. Грубая сила, то есть такое же АОЕ, как и вот это, да, как и сметающий удар. Только смятение накладываем. Есть ли в этом смысл? Может быть и есть, но мне кажется не особо, правильно? Поэтому берем крюк и цепь. И я даже тут думать не буду. И в принципе, это пока можно оставить. Вот мастерство отражения можно уже убирать. Потому что у нас есть Джаггернаут. Ну, можно, опять же, смотрите. Если full танк билд какой-нибудь, да, вы можете взять и стену рока. Вы можете взять и это. Если вам максимум деф способностей надо, вы берете все на деф. Берете мастерство отражения, берете стену рока, берете удар щитом. То есть все защитные обилки. Но, как говорится, охотой дэмэдж наносить. Я предпочитал и проходил игру, чтобы хоть каждый персонаж плюс-минус хоть чуть-чуть дамажил. Хоть чуть-чуть. Поэтому едем дальше. Новый уровень, 4. Атака 5, движение 4, движение север. Вот эта картинка серьезная. Атака 8, добыча 1. Опять же, с добычей, извините. Да, атака 8 много. Прокнет x2 вообще фаталити.
сразу же. Но здесь атака 5, опять же x2 это 10, если вдруг прокает, можно апгрейдануть. А вот нижнее движение это то, что доктор прописал, поэтому мы это однозначно берем. И это Мастан. А Мастан, как вы знаете, что серьезная история. Поэтому что мы делаем? Допустим, можно убрать вот это вот. Если у вас в команде много рейнджей, много рейндж дамага вам не нужно, убираем, берем натиск. Поехали дальше. 5 уровень. Торнадо. Все враги на соседних клетках получите Масуха. Масуха крутая. Движение 4 оттолкнуть аж на 3. Можно даже аж на 4. И в цель только одного врага. Смотрим еще. Тактический маневр. Атака 2, движение 2, атака 2, дальность, атака 3. Мне кажется, маневр намного круче и эффективнее в плане каких-нибудь перспектив. Потому что, да, Масуха прикольно. Но у нас будут Масухи у других персонажей. Мне кажется, этот товарищ должен больше танчить. Поэтому ему больше мувов надо, каких-то всяких таких штук. Я беру маневр и... Говорится, хотите Масуху? Не хватает массового урона, берите. Я же говорю, я не претендую на какой-то тут, на идеальный гайд. Я говорю, я показываю так, как я левелил. По своему, как говорится, подобию, обличию, как я проходил игру на сложности +2. Может, это для +3 уже не покатит. Но на +2 это прокатывало. То есть, почему и бы не должно прокатить на +3 сложность подземелья? Поэтому... Так, тактический маневр ставим вместо... Тут уже, в принципе, дизарм я бы убирал бы. Да, карта хорошая. Но если вам нужна большая инициатива, либо око за око давайте уберем. Вот так, дизарм оставим. Око за око уберем. У нас к тому времени, к 5 уровню, будут какие-то банки, будут какие-то еще приколюхи. Можно будет тот же амулет на мину найти, попробовать, который защищает от отравлений и ран. В зависимости, опять же, в какой сценарий вы идете. Там можно, в принципе, и на 5-6 уровнях игру закончить, если вы... Вот тут сюжетно, да, если вы просто идете, всех боссов перевалили, вы потом в конце возвращаетесь и в главном городе убиваете этого... Ну, в городе убиваете ласт-босса и типа все, вы как бы игру сюжетно прошли. Но, если охота больше как говорится, полазить, поисследовать, то, конечно же, это не та история. Так, давайте уровень 6. Добивание. Убейте одного обычного врага, находящего на соседней клетке в состоянии оглушения. Щит на себя. Вы можете считать все действиями, движениями, действия атака с теми же показателями. Вот фаланга. Фаланга это супер крутая карта. Как нижняя тема работает. То есть... Берем фалангу однозначно. Как это работает? Потому что на ту карту я даже смотреть не хотел. Верхнее действие все понятно. Атака 4, щит, можно грейдануть, супер защитная карта. Однозначно плюс. Как работает низ? То есть у вас есть движение на какой-нибудь карте, да? Вот у вас есть движение 4, движение 4. И почему движение 6? И вот вы можете с помощью этой карты, к примеру, ударить на 6. Грейданете ее на 2 раза. Ударите на 8. Здесь так же само, на 4. У вас каждое внизу движение будет считаться как урон. И это очень-очень сильно. Поэтому мы убираем крык и берем... фалангу, разоружение нам к тому времени, в принципе, может быть, если нужно, опять же, если вам прям супер нужен какой-то контроль, и вы видите, что вы не можете без него пройти, пожалуйста, но заменяем хуже карты на лучше по урону,
танкование есть, щиток. Инициатива чуть-чуть выше 10-17, но не суть важно. Ну, хотя не, как не суть важно. 10-17, в принципе, большая разница. И где-то она может порешать, где-то. Но, опять же, по силе карты однозначно. Если вам нужно, опять же, инициативу высокую, где-то, вот лучше 77-ю, вот этот проход, поменять на 10-ку. Вот так вот, вообще идеально будет. Поехали дальше. 7-й уровень. У нас есть атака 2, дальность 3, цели 2, паралич, оборонительная тактика, ответный удар на себя, щит на себя, 2 опыта. Атака 6, рана, оглушение, движение 3, паралич, оттолкнуть цель 1 враг на соседней клетке. На самом деле пул карт 7 уровня слабоватенький, как по мне. Добивание я не рассмотрел, потому что, опять же, убить одного обычного врага это всегда чепуха. Хоть и здесь она восстанавливаема, но это все равно чепуха. Хотя нижнее действие хорошее. То есть движение и +1 ко всем атакам. Нижнее действие заслуживает внимания. Можно, в принципе, даже эту карту и брать. Если вам не хватает урона. Если не хватает урона, добивание можно и брать только за счет ради даже нижнего действия. Ну, очень редко будет прокать верхнее, но нижнее действие супер крутая карта. То есть и движение, и еще баф. Обычно вот такие бафы, они идут без движений. А здесь идет и то очень сильно. Так, а здесь у нас можно взять тактику, можно взять оглушение. Опять же, если как с каким-нибудь добиванием, то лучше ошеломляющая атака. Если как бы оверолл, да, то лучше оборонительная тактика, потому что вы можно больше целей захватить с помощью улучшений. Можно атаку увеличить, можно там даже стихию накинуть какую-нибудь. И нижний деф тоже неплохо, защититься на единичку и там, и там. Взял бы тактику. И поменял бы ее на что? Мастан не хочу. Опять же на дизарм. Так. Яростное нападение. Движение 2, атака 2. Движение 2, атака 2. В этом радовать. Добавляйте +3 ко всем вашим атакам, нацеленным на врагов в состоянии разрушения, паралич или оглушения. А вот это сильно. Это супер сильная карта. Движение 1, добыча 2. Движение 3, ответный удар 2 на себя. Ну кому это надо? У вас есть движение 1, добыча 1, движение 4. Да, здесь еще ответный удар 2, как бы. Не-а. Точно нет. Точно ошеломляющая атака. Точнее, не ошеломляющая, яростное нападение. Яростное нападение, да? И мы заменяем... Нет, Джаггернаута мы не имеем права заменять. Почему? Потому что здесь мы... Здесь мы, наверное, будем заменять. Знаете что? Вот крюк и цепь будем менять. Если вам нужна притяжка, опять же, оставляете. Пока не нужна. Это оверолл карта сильнее. У вас какие-то состояния останутся. Опять же, можно сюда добавить дизарм и так далее в пул карт, чтобы был цель с разоружением. То есть меняете рассечение там на разоружение и так далее. То есть берете угрожающий крик вместо рассечения. Но проблема, как говорится. Чтобы больше эффектов было. Вот у вас есть паралич, да, с тактикой. Тоже как бы. И +3 по таким целям. Это уже серьезная история. То есть вы сделали там, допустим, либо задизармили, либо с оборонительной тактики накидали на людей. Даже можно и впритык стоять, даже можно не этот самый кидать, брать 2 карты, когда вы смотрите механику. Может, я рассказывал в самом первом видео, может и нет.
когда вы кидаете дальние атаки, состоя в мили, у вас срабатывает как будто бы, что вы под смятением. Вам нужно будет выбирать две карты, вам компьютер будет предлагать две карты, из них выбирать худший вариант, потому что так работает механика игры. То есть, как будто вы в состоянии смятения. Даже в состоянии смятения можно накидать паралич, чтобы потом забафать на +3 и как ввалить каким-нибудь, я не знаю, чем. Тем же вертелом, тем же рассечением. То есть, супер карта. Уровень делать. Царь горы. Атака 6, столкнуть 1. Цели. Все враги на соседних клетках получаете за каждого выбранного врага. Лечение опять на себя. Атака 2, дальность 4, цели 3, притянуть 3. Лицом к смерти. Убейте одного обычного или мощного врага на соседней клетке. Вот лицом к смерти, да. Вот это да, это уже получше. То есть массовая притяжка. Массовая притяжка на себя, то есть вы провоцируете всех врагов, заставляете их бить, наверное, на следующий ход себя, либо убиваете какого-нибудь мощного врага на соседней клетке. Это сильно. Вот мощного врага, который сгораемая карта, это еще может быть. Это еще может быть. Царь горы, всех оттолкнуть, опять же, массуха, расталкивание. Можно не толкать, если не хотите. Лечение опять на себя неплохо. То есть тут сложный выбор на самом деле. И та карта супер классная. Ну как, они не супер классные. По сравнению с другими персонажами, эта карта такие последнего уровня. Очень, как говорится, так себе. Но, если выбирать между ними двумя, опять же, что вам нужнее? Если нужна ОЕшка, Царь горы супер. Шестерка по всем это очень много. И лечение опять на себя это супер круто. Опять же, у вас какая-то будет банка, вы снимете отравление, либо у вас кто-то еще подхилит на какую-то единичку, снимет отравление, рану. Залечите себя на пятерик, это супер хорошо. Лицом к смерти массовая притяжка, вы оттягиваете всех врагов на себя, провоцируя их на следующий ход. Потому что враг будет бить вас, если вы ближе к нему, даже если у вас меньше инициативы. Так работает механика. То есть при одинаковой инициативе, если у вас даже меньше инициативы, еще раз, но враг ближе к вам, он будет бить вас. Если одинаковая инициатива или там у вас ниже, но ваш там тиммейт, союзник или ваш другой персонаж находится ближе к врагам, будет бить врага. Поэтому можно делать такие ситуации, чтобы отвлекать этой картой на себя всех. Сколько? 3 цели, можно грейдануть до 4, чтобы били только вас. Но перед этим вам какую-нибудь обилочку надо прожать по типу Джаггернаута, да? То есть хорошая комбо с Джаггернаутом. То есть вы на 3 атаки себя обезопасили, всех стянули, раунд простояли. То есть вас скинулись по тычке, враги, вы пережили 3 атаки. На 9 уровне уже у вас будет по 30 хп, и остальные переживете, если что, подхилится. Поэтому выбирайте на свое усмотрение. Но я бы выбирал лицом к смерти, чисто ради танкования, да, и убить какого-нибудь мощного врага иногда зарешать может катку сразу. То есть какого-нибудь элитного огненного демона вот этой фигней убивать просто идеально. Потому что огненный демон, у него 5 щитов врожденно, у него ответный удар, дальность, по-моему, 3 или 4, если я не ошибаюсь, врожденно. Попробуй убей его, так сказать, без всяких приколов, там на уничтожение на один ход брони с помощью лука и так далее. То есть лицом к смерти я бы выбирал это. И ставил его вместо чего? Опять же, можно дизарм убрал, поставил, как бы, такое.
Вот такая вот история. Вот такие карты я выбирал бы. И потом вы уже смотрите, что вам больше нужно на сценарий. Вам нужно больше дэмэджа, вам нужно какой-то сделать персональный квест на убийство врагов. Вот у вас какой-то есть квест. Допустим, что у нас тут за квест? 20 мощных монстров убить. Вам, значит, что? Вам нужен дэмэдж. Хотите делать личные квесты, чтобы прокачать вот такое вот процветание, чтобы у вас все открылось в магазине, да? Выбрали товарища, у вас 20 мощных. Как можно больше дэмэджа взяли. Если вам наоборот какие-нибудь задания... У вас здесь может быть задание личное. Посмотреть, как 15 ваших союзных персонажей были изнуренными. То есть вам нужно последним умирать. Вам нужно смотреть, как остальные дохнут, ваши персонажи-союзники. Поэтому вы берете все в деф. Если идете делать этот квест, там, сливаете всех монстров, сливаете всех персов остальных, этим там дефаетесь, блокируетесь ответные удары, там, щитуетесь и выполняете, допустим, личное задание. То есть, как по мне, выбор карт по большей степени, вот этот вот, зависит от вашего личного задания. Потому что личное задание желательно делать, чтобы прокачать процветание по максимуму, чтобы потом можно было создать героя максимального уровня и себе спокойно идти в бой, не париться, что у вас там чего-то нету, не хватает, весь магазин открыт, скупился на 150 монет, полетел и на челе пошел проходить подземелье. Так, я потратил 75 золота, да. Так, что мы по перкам берем? То есть убираем единички, правильно? Дальше мы, после того, как мы все максимально единички убрали, минусы, берем вот эту пассивку на игнорирование негативных эффектов предметов. Ну а дальше добавляем плюсы. Добавляем плюс единицы. Смотрите, сколько у нас плюс единиц. Добавляем плюс тройку. Добавляем, скорее всего, пробой, потому что пробой понадобится. 2 пробои. Добавляем оглушение. Добавляем смятение. Добавляем щит. Сколько у нас? 1 перк осталось. У меня больше перков, потому что за счет, опять же, за счет процветания. Можно оттолкнуть, можно добавить цель. В принципе, вот из этих 4 вот такой порядок, мне кажется, должен быть прокачки по полезности. Потому что оттолкнуть, оно может решить, а может вам нафиг не нужно быть. Добавить цель может быть интереснее. Давайте добавим цель. Вот так вот мы распределили. У торговца что мы берем? Опять же, мы взяли на пассивку. Давайте так сделаю. Я себя передвину уже сюда, в эту сторону. Чтобы магазин было более-менее видно. Взяли пассивку на игнорирование негативных эффектов. То есть понятно, что латы открываются супер потом. То есть стандартно идет кольчуга. Кольчуга. У вас будут стандартно сапоги большого шага. При первом создании брута у вас они будут, потому что они закреплены за ним. По правилам компании. Дальше. Зелье лечения. Обязательно взять. Как по мне, допустим, взяли раз. Так, стоп, это не тот персонаж. Зелье лечения взяли раз. У вас 2 малых предмета, да, на первом уровне. Ну, можно зелье силы 2. Только они у вас будут на первом уровне стоить не 5 монет, а 10. Учтите, у нас уже что же тут репутация максимальная. Скидка на 5 голды. Опять же, кольчуга, сапоги. По вот этот вот молот войны, он с самого начала доступен.
можно его брать. Можно брать одноручку и вот этот щит, допустим, да, треугольный щит плюс какая-нибудь одноручка там будет доступна. Но вот молот классный тем, что я показывал вот с топотом. У вас мастан будет за счет того, что вы попрыгаете через каждого с ботинками плюс 2, то есть у вас движение 6 будет, и вы можете теоретически 5 врагов, потому что вы не можете приземлиться на клетке с врагом, правильно? То есть 6 не может быть. 5 врагов вы можете застанить. Это супер сильно. И на бошку какую-нибудь можно взять в начале железный шлем. То есть он спасет вас от крита. Вы там танчите и так далее. Потом, когда вы танчите, защитный амулет ваш, как говорится, цель. Либо кольчужный капюшон тоже. Ему, кстати, вот кольчужный капюшон очень хорошо зайдет, потому что вы всегда будете окружены, да? Вы всегда пытаться будете отвлекать внимание на себя, потому что персонаж не самыми большими такими боевыми способностями. У многих миличников дамага намного больше. Берете вот это, чтобы на вас сбегались враги. Когда вокруг вас трое врагов, вы получаете щит. Заслуживает внимания. Можно взять тяжелый шлем также. Иммунитет к оглушению, смятению. В зависимости, опять же, от сценария. Враги есть, которые накладывают оглушение. Это в основном какие-нибудь драконы. Есть враги, которые накладывают смятение тоже. Природное. Или там часто накладывают. Какие-нибудь духи часто накладывают. У них карты прокают со смятением и так далее. Вот так вот. Вот такая вот история. Такой у нас персонажик, да? Брут получился. Такой у нас персонажик Брут. Пишите, опять же, в комментариях, что нравится, что не нравится, что поправить. Геймплей, опять же, понятно, что вот эти все рассказы без геймплея, это все до Филькиной грамоты, так сказать. Давайте сделаем так. Я на все 17 персонажей запишу. Потом я геймплей, несколько миссий, мне кажется, ключевых и самых интересных я покажу. Потому что так можно записывать это видео на 3 часа. И это будет слишком долго. И кто это будет смотреть все 3 часа? Поэтому геймплей сделаем отдельных видео. Особенно, же говорю, заострю внимание на вот этой миссии. Площадь Млечной Гавани, допустим. Очень хорошая, прикольная миссия. Она у вас очень рано появится. Практически первый босс у вас, который капитан стражи, либо там за Джиксеру. Я проходил вот это. Буду показывать вот площадь именно. И еще вот эта вот миссия. Так, где она? Вот жуткий погреб хотелось бы показать вам. Но видите, здесь нужно, чтобы у кого-то было личное задание. Это супер прикольное задание, где каждый начинает в отдельном коридоре. И здесь, как мне кажется, нужно чем меньше персонажей, тем лучше. Это нужно определенно кого-то иметь с этим квестом. Просто так оно недоступно. То есть это очень интересное задание. Поэтому геймплей будем показывать уже отдельно. Потому что, я же говорю, слишком большое будет видео. И так оно уже там почти под 40 минут. А так как есть. Поэтому на сегодня все. Вот у нас еще один такой мини-гайдик. Левелинг гайд, так сказать, 1 до 9. Брут. Осталось у нас сколько? 3 стартовых перса. И уже все остальные дальше по очереди пойдут. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, что угодно. Пишите в комментариях. Посмотрю, на все попытаюсь ответить. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Поэтому еще раз от себя, как обычно, в новом году уже. Всем хорошего настроения, добра, здоровья. Говорится, берегите себя и увидимся до следующего раза. Пока. С вами был Таниок. Счастливо.